Рассматривая древнюю мудрость «построй дом, посади дерево и вырасти сына», можно увидеть мудрость, несущую истину, которая сокрыта в этом простом выражении. Если вдуматься в каждую его часть, то можно понять, что построить дом значит создать уголок, где будет гореть очаг любви и заботы. Посадить дерево – это украсить пространство земли вокруг очага любви своего цветами и деревьями, то есть садом. И в этой любви и красоте вырасти сына и всех детей своих. Многие известные личности высказывались о важности сада, природы. Например, Джордж Вашингтон сказал: «Если у вас есть сад, то у вас есть счастье». Лев Толстой отметил: «Сад – это не просто набор растений, это место, где можно понять самих себя». Коко Шанель добавила: «В поисках прекрасного ничто не сравнится с природой и с садом». Алан Капроу утверждал: «Сад – это не просто место женского жития, это особая философия». И, конечно, Майя Анджелу сказала: «В каждом саду есть возможность роста и перемен». Эти высказывания подчеркивают не только эстетическую, но и философскую и эмоциональную значимость сада в нашей жизни. Сады могут служить местом отдыха, размышлений и вдохновения. Цитаты о саде и садоводстве действительно отражают важные аспекты взаимоотношений человека с природой и влияние, которое это взаимодействие может оказывать на психическое и физическое здоровье. Вот несколько научных исследований, подтверждающих это. Исследование 2015 года, опубликованное в Journal of Health Psychology, показало, что участие в садоводческих работах значительно снижает уровень стресса и тревожности, улучшая общее самочувствие и самооценку. В исследовании, опубликованном в Environmental Science and Technology в 2015 году, установлено, что пребывание на природе или в зеленых зонах, включая сады, способствует улучшению настроения и снижению депрессии. Согласно исследованиям в области экологии, время, проведенное в природных условиях, включая сады, снижает уровень кортизола, гормона стресса, в организме. Прогулки по зеленым зонам улучшают когнитивные функции и общее физическое состояние. Исследования, такие как работа в American Journal of Community Psychology, показали, что общественные сады способствуют улучшению социальных связей в сообществах, создавая большее чувство общности и взаимопомощи. Эти исследования демонстрируют, что слова известных личностей о значении садов и природы имеют прочные научные основания. Сады не только радуют глаз, но также вносят значительный вклад в улучшение здоровья и качества жизни человека. Существует множество исследований, подтверждающих, что создание общественных садов и зеленых пространств способствует снижению уровня преступности и улучшению общественной безопасности. Зеленые зоны способствуют улучшению психоэмоционального состояния, снижая уровень стресса и агрессии. В некоторых городах, таких как Чикаго и Нью-Йорк, благодаря кампаниям по озеленению и созданию общественных садов, уровень преступности в определенных районах снизился. Исследования, опубликованные в Journal of Environmental Psychology и Crime Prevention Studies, показали, что наличие зеленых пространств связано с уменьшением преступности, особенно среди молодежи. Таким образом, создание садов и зеленых пространств может служить не только средством улучшения экологии и качества жизни, но и важным инструментом в борьбе с преступностью. Создание садов, где могут расти не только растения, но и дети, является символом гармонии с природой. Вот несколько аспектов, которые могут внести позитивные изменения в общество. Сады могут стать учебной площадкой для детей, где они научатся заботиться о природе, понимать циклы жизни и устойчивое сельское хозяйство. Сад на уровне семьи или сообщества способствует более здоровому образу жизни благодаря доступу к свежим фруктам и овощам. Общественные сады объединяют людей, способствуя обмену знаниями и культурными традициями, создавая возможности для взаимодействия между различными возрастными и социальными группами. Принятие законов, способствующих выделению земли под общественные и семейные сады, могло бы стать шагом к поддержанию агроэкологических практик и устойчивого развития. Программы финансовой помощи для семей и организаций, занимающихся садоводством, могут включать обучение основам садоводства, агрономии и экологии. После всего вышесказанного можно сделать вывод, что современный человек должен стремиться иметь свой сад, где будут расти его дети. Государства должны помогать своим гражданам в создании таких садов, принимая законы о выделении земли и финансовой помощи. Сады играют важную роль в развитии детей как физически, так и духовно.
Ведь главная цель жизни – это развитие человека, рост его творческих способностей и энергии до уровня Творца. Сады подобны батарее, которая заряжает своего создателя. Выращивая сад, человек накапливает энергию, а в нужное время сад заряжает его в порыве вдохновения. Именно моменты вдохновения, такие как зачатие и рождение детей, должны быть богаты этой заряжающей энергией. Таким образом, целью жизни каждого человека должно стать создание сада, в котором вырастут его дети и внуки. И размер этого сада должен определяться размером его семьи с учетом детей и внуков, чтобы и плоды были, и пространства достаточно для больших деревьев, которые будут нести через сотни лет информацию о вырастивших и живших в этом саду людей. И эти деревья будут одаривать людей живущих творческими энергиями и энергиями Творца. В чем же заключается смысл жизни? В создании сада, в строительстве дома, в воспитании детей. Каждый из нас способен внести свой вклад в создание лучшего мира. Начните с малого, посадите дерево, постройте дом, вырастите сына и дочь. Пусть ваш сад станет символом надежды и процветания. Представьте, как вы прогуливаетесь по саду, наполненному деревьями, которые вы посадили своими руками. Представьте дом, который вы построили с любовью и заботой. И представьте счастливый детский смех, звучащий в его стенах. Это не просто мечта, это достижимая цель для каждого из нас. Выращивая свои сады, мы создаем оазисы мира и процветания не только для себя, но и для будущих поколений. Эти сады становятся живым наследием, хранящим плоды наших трудов и семена наших надежд. Сделайте свой первый шаг уже сегодня. Посадите дерево, начните строить дом, воспитывайте ребенка. Пусть ваш сад станет маяком надежды и благополучия, свидетельством непоколебимой силы человеческого духа и творчества. Помните, даже самые маленькие действия могут привести к великим переменам. Ваш сад, ваш дом, ваша семья – это основа для построения лучшего мира. Начните сегодня и наблюдайте, как ваши усилия расцветают в будущем, наполненном радостью и самореализацией. О смысле жизни в следующем видео смотри